Crystal towers touch the night. Neon sparks in city light. Every step a fleeting fire. Every gaze ignites desire. Mirrored streets and velvet skies. Every heartbeat synchronizes. Let the rhythm take control. Feel the glamour in your soul. On the diamond city runway we shine. Moving slow, your hand in mine. Every motion breaks the line. You and I in perfect time. Silver smoke and sapphire glow. Every glance begins to show. Golden threads weave through the night. Fashion burns in radiant light. Close your eyes, let colors blend. Every shadow finds its end. Hold the spark, don't let it fade. We are magic, we have made. On the diamond city runway we shine. Moving slow, your hand in mine. Every motion breaks the line. You and I in perfect time. Всем привет, привет. Если слышно, дайте плюс, пожалуйста, в чат. Все отлично, значит, связь есть. Можем начинать постепенно. Итак, начнем наш рекап. Сегодня есть у меня две новости, отличные, хорошие новости, как я сделал написал в анонсе. Я сейчас работаю над созданием официального сайта. И уже сайт-лендинг почти готов. То есть можно уже показывать демонстрацию. Мне будет интересно услышать ваши отзывы, комментарии. Если кто-то разбирается в веб-дизайне, вообще в создании веб-сайтов, буду рад сотрудничеству, либо советам, рекомендациям, потому что я это делаю впервые в жизни. Я сам практически с нуля создаю этот сайт. И помощь, конечно же, в этом деле, от помощи я бы не отказался бы, либо от рекомендаций и советов. Спасибо, Жень, спасибо огромное. Итак, можем постепенно начинать. Так. Начнем с месячного таймфрейма, давайте. Все лишнее удалим.
Итак, предыдущий месяц мы отторговали почти, сейчас давайте измерим, rejection блок, ровно 0,5 до 0,5 диапазона мы опустились. Значит, была проторговка для обеспечения баланса в месячном таймфрейме. Так, на недельном таймфрейме что у нас творится? На недельном. Так, на неделе мы видим то, что здесь у нас накопилась ликвидность. Вот эти два относительно равные лои. Мы сначала поднялись в премиум массив, там проторговали, и цена закрылась потом уже ниже. Если разделить предыдущую свечу на квадранты, то мы видим то, что прошедшая неделя, она закрылась ниже уровня 0,5. Я своим студентам говорил, да, насколько это важно, хотя это касалось темы LMXM, но также мы можем делать анализ именно свечей на старшем таймфрейме через квадранты. И относительно закрытия свечей мы можем уже делать свои прогнозы. Мы видим то, что последняя вот эта свеча, она закрывается ниже уровня 0,5 предыдущей свечи. Телом закрывается. И плюс мы обеспечили сначала проторговку в buy-сайде, в премиуме, и закрылись в итоге ниже. Это говорит о том, что следующая свеча с большой вероятностью будет уже в начале своего формирования будет двигаться в медвежьем направлении, в шорт. Это на недельном таймфрейме. Теперь на дневном таймфрейме что у нас здесь? Мгм. Так. По-прежнему вот этот уровень цист остается в силе. Мы протестировали этот уровень цист, и цена после нее начала свое движение в шорт. Затем мы спустились в диапазон ордер-блока на дневном таймфрейме, и от ордер-блока мы получили реакцию, цена развернулась в бычьем направлении. Но при этом мы видим то, что вот тут, в sell-сайде, так, сейчас, вот, здесь сформировали low resistance ликвидность. Вот она была сформирована, то есть относительно равный. Ни один свинг-лоу не был зачищен. Это говорило о том, что специально формировали ликвидность для будущего движения. Теперь, если разберем на 4-часовом таймфрейме, так, здесь у нас закрывается неделя и начинается новая неделя. Вот отсюда, можем сказать, да. И вот тут у нас рейндж был сформирован прошлой неделе. Вот рейндж прошлой недели. Но в понедельник или вообще в начале недели, в начале новой недели мы работаем с рейнджом пятницы и работаем с рейнджом предыдущей недели. Теперь, так, вот это все можем убрать, чтобы не мозолило глаза. Квадранты тоже можем убирать. Это тоже. Итак, на прошлой неделе мы сначала сформировали рейндж, да, вот это движение на buy side было для ребалансировки рейнджа предыдущей недели, вот этой недели. Так, это получается предпоследняя неделя прошлого месяца, да? И вот это движение было именно для этого, для ребалансировки вот этого рейнджа. Сформировали это движение, затем цена обратно начала падать. И тут уже вот здесь вот в шортовом движении мы работали с рейнджом, с этим рейнджом. Мы сначала отработали вот этот рейндж, поднялись в премиум,
протестировали уровень цист, и отсюда цена начала падать. И когда цена начинает падать, мы должны сразу определить свой рабочий рейндж, да, относительно которого мы будем уже делать анализ. Это очень важно, ребята. Определение рейнджа — это очень важно, потому что именно благодаря рейнджу вы можете дальше уже строить свои модели MMXM и по MMXM уже торговать. Окей, здесь уже вот цена спустилась, опять-таки, если разделим этот диапазон в премиум и дискаунт, цена спустилась в дискаунт. Так. Вот сначала мы были в премиуме, цена спустилась в дискаунт, и в дискаунте отпой. Здесь уже поем служил вот этот rejection блок от 4-часового таймфрейма. Rejection блок. От него мы получаем реакцию, и цена начинает двигаться снова в премиум. И после того, как здесь уже был сформирован слом структуры, то нашим новым рабочим рейнджом будет именно вот этот рейндж. После формирования слома структуры в дискаунте. У нас теперь есть swing high рейнджа и есть swing low рейнджа. Это у нас теперь dealing range, то есть рабочий рейндж. И относительно именно этого рейнджа цена теперь должна была двигаться внутри новой недели. Вот. Вот. И мы должны были ожидать, что цена поднимется в премиум сюда. Здесь протестирует POI. POI это может быть... Да, конечно, можно закрепить. Окей, сейчас. Так, закрепить сообщение. Все, сообщение закреплено. Я думаю, смог справиться с этим. Окей, продолжаем дальше. Теперь, и в понедельник, вообще для начала недели, для нас рабочий рейндж — это вот этот рейндж теперь. Рейндж четверга. Потому что в пятницу был откат. Обратно, то есть начало движения вовнутрь этого рейнджа. Здесь мы должны были просто отметить наши пои. Мы смотрим, что в премиуме у нас нету имбалансов. Единственный пой — это вот этот ордер блок. Это вот этот ордер блок. Так что отмечаем диапазон нашего ордер блока. Отмечаем его в качестве ордер блока. И ожидаем реакцию отсюда. То есть ожидаем реакцию именно с этого поя. Дальше теперь. Так. Сейчас. Я прошу прощения, буду теперь часто шмыркать, потому что я простудился, ребята, я поймал грипп. Бля, у нас 40-градусная жара, но несмотря на это, я все равно поймал, блядь, грипп, простудился. Окей, теперь смотрите, ребята, здесь важный момент. Снова, да, я думаю, многие уже знают, что такое концепция отложенной доставки. Отложенная доставка, да. Где она начинает формироваться. Да? Вспомним этот урок. Отложенная доставка формируется либо внутри rejection блоков, либо внутри имбаланса. Вот. Ну, потому что и там, и rejection блок, и имбаланс — это диапазоны несбалансированной цены. И там ликвидности нету. В комментарии на прошлый рекап написал кто-то, один из зрителей, что я где-то 100 раз повторил, что нет ликвидности в прошлом уроке. Да, я могу даже 1000 раз повторить, потому что есть люди, которые
сразу понимают, сразу выезжают в тему, а есть люди, которым сложно дается информация, да, для новичков особенно. Поэтому я повторяю по несколько раз специально, чтобы человек понял суть и чтобы он не забыл. Так именно запоминается. Если это кого-то раздражает, то можете просто уходить с эфира, я никого не держу, не заставляю смотреть, если кому-то это не нравится. А остальные люди, я уверен, то, что получают огромную пользу от этих рекапов. И именно благодаря таким моментам, где я повторяю часто и запоминаются сложные концепции, сложные моменты. И во-вторых, никто мне за это не платит. Это чисто моя инициатива, просто чтобы помочь людям, потому что я сам, когда был таким же, искал информацию, э, пытался найти контенты, где показывали вот это прям на реальном рынке. Многие уверен в том, что знают, да, теорию, теоретическую часть ICT либо Smart Money. Но как это работает, как надо делать анализ в реальном рынке, такое практически мало кто может показать и объяснить логику цены. И я сам искал именно такие ресурсы, когда еще начинал свой путь в трейдинге, но не было такого. Поэтому потом, когда уже пришло кое-какое понимание, когда набрался опыта, решил вот делать именно такого рода рекапы, чтобы люди понимали, как надо работать с теоретическими элементами на практике. Вот. Это чисто моя инициатива, никто мне за это не платит, и поэтому как я сочту нужным делать, все, так и делаю. Если кому-то не нравится, что как я, мой метод подачи информации, просто можете уходить с эфира. Я никого не держу и не нуждаюсь в этом. Окей, продолжим, ребят. Теперь, здесь у нас был rejection блок. И отсюда цена получает реакцию и формирует снова rejection блок. Это признак чего? Это признак того, что здесь может быть потенциальное начало отложенной доставки. Почему? Потому что цена пришла в диапазон rejection блока, где нет ликвидности, затем сформировала вот такую длинную свечу, то есть длинный фитиль свечи. Это тоже ключевой момент, который является элементом отложенной доставки. Спасибо, ребята. Те, кто реально, ну, осознанно пришел за такую информацию, они ценят такое. А те люди, которые строят из себя, не знаю, каких-то там супертрейдеров, либо являются племянником ICT, то начинают здесь выпендриваться и высказывать свои мнения какие-то, которые я вообще не ценю. Окей. И вот тут вот есть уже признаки отложенной доставки. Если спустимся теперь на младший таймфрейм, вот у нас начало недели здесь, начало недели начинается. И можем здесь уже увидеть то, что здесь формируется low resistance ликвидность, фармится опять, потому что ничего здесь не было зачищено. Это тоже признак отложенной доставки. Специально алгоритм формирует для себя ликвидность. Здесь накапливаются стопы. И чем больше здесь будет накоплено стопов, тем выгоднее будет маркетмейкеру падать. И плюс мы здесь уже сформировали рейндж. Да? Рейндж это рейндж пятницы. И в понедельник нам нужно было просто работать с этим рейнджом. Давайте начнем. Так, будем прокручивать. Здесь начинается у нас новая неделя. И что происходит здесь? Мы видим четкую
PO3 концепцию в начале дня, то есть понедельника. Каким образом? Вот тут у нас накапливается аккумуляция, начинается аккумуляция. Затем происходит манипуляция, ребята. Вот, манипуляционное движение было на buy side. Мы зачистили buy side. При этом мы сделали тест 15-минутного имбаланса. И это POI, который находится в премиуме. И отсюда, короче, начинается у нас дистрибуция. Дистрибуция, она относительно, то есть локальная дистрибуция. Вот эта дистрибуция, это считается откатом для ребалансировки вот этого рейнджа. Дальше идем. Происходит расширение. Затем заканчивается азиатская сессия. И мы здесь должны прочекать, насколько глубоко... Нет. Пратик мы, в принципе, только начали еще. Вот, начинается новая неделя. Окей. Значит, мы должны определить наш теперь range. Вот. Мы видим, что тут цена не доходит до дискаунта. Не доходит до дискаунта. Когда это происходит? Да, большинство уже знает, кто следит за моими рекапами, они уже знают. Когда такое происходит? Это происходит тогда, когда у нас здесь на пути откатного движения есть диапазоны сбалансированной цены, то есть BPR. Тут можем увидеть то, что здесь свечи очень плотные. Это может быть незаметно. Если мы перейдем на более старший таймфрейм, может быть на часовом, либо на 30-минутном, мы можем увидеть чистый диапазон BPR. Окей. Вот, пожалуйста, 30-минутный таймфрейм. И вот здесь у нас есть диапазон BPR. Я говорил то, что если у нас есть диапазон BPR, то цена будет откат, то есть она будет получать разворот от имбаланса, который находится над ним. Если цена делает откат в шорт, и она будет делать разворот из имбаланса, который находит под BPR, если цена будет двигаться в противоположном направлении от этого. То есть в шорт. Окей, вот у нас есть диапазон BPR. Кто если... Так, BPR. Balance Price Range, вот он. И мы видим то, что как раз-таки над ним у нас есть 15-минутный имбаланс. Вот он маленький. Здесь я сейчас расширю, чтобы вы все смогли увидеть. И вот. И что делает цена здесь? Она как раз-таки заполняет этот диапазон, тестирует диапазон BPR, и начинается у нас разворот. Посмотрим, разделим на квадранты. И вот, пожалуйста, для признак. Это признак чего? Это алгосигнатуры, то есть сигнал алгоритма. Цена как раз-таки касается, да, то есть отталкивается от уровня 0.25. Это Institutional Order Flow Entry Drill. И здесь формируется разворот. Теперь нам нужно прочекать, есть ли здесь SMT-дивергенция, была ли сформирована. Окей, так. Что здесь лишнего? Вот это лишнее, это лишнее. И...
Вот это тоже лишнее. Окей. SMT, здесь, как мы видим, есть SMT-дивергенция сформирована. Если вы спросите, где и как, то вот у нас. Так, это 15-минутный таймфрейм, здесь тоже 15-минутный таймфрейм. Отмечаем имбаланс внутри азиатской сессии. Вот он. Вот наши имбалансы. Мы видим, что NASDAQ делает fail, а S&P 500 делает тест, и ровно от уровня 0.5, опять смотрите, это снова алгоритмические сигнатуры. Признак алгоритма. И отсюда начинается уже разворот. Значит, SMT-дивергенция у нас уже есть тоже. Это дополнительное подтверждение тому, что вот это было откатным движением. И цена продолжит свое расширение. Если цена продолжит свое расширение, то для нас уже здесь это можем убрать. Так, это тоже можем убрать. Это тоже. Так, ордер блок пусть остается. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Это тоже убираем. Все. Вот тут теперь важный момент. Как раз таки формируется один свинг-лоу. Да? Формируется свинг-лоу. И по концепции отложенной доставки цена должна сделать захват buy-side ликвидности и затем развернуться. И мы здесь теперь должны отметить нашу buy-side ликвидность. Где здесь находится buy-side ликвидность? Вот первый здесь. Так, сейчас. Вот тут и тут. Теперь нам нужно проверить, куда цена может дойти, а куда не может дойти. Вот этот swing high, он является защищенным swing line. Это protected high. Почему? Потому что он здесь защищает ликвидность полностью. Вот, сессионную ликвидность. И формирует high. И плюс здесь вот это движение, оно само является отложенной доставкой. Поэтому этот high, он у нас будет защищенным, protected. И теперь нам нужно здесь отметить, что нам нужно отметить ордер блок последний. Либо у нас вот тут ордер блок диапазон от дневного, так, дневной, либо 4-часовой здесь был, да? Сейчас проверим. Да, вот это 4-часовой ордер блок. Вот. И на М15 можете отметить снова диапазон ордер блока. Вот это последний ордер блок. 2 бычьи свечи. И здесь еще стоит у нас 15-минутный имбаланс. Тоже не надо забывать. Вот этот рейндж является теперь для нас dealing рейнджом. Dealing range, потому что была зачистка ликвидности. Вот это dealing range. И внутри теперь вот этого dealing range цена должна здесь работать в понедельник. И здесь отсюда мы должны увидеть разворот. Зачистка buy-side ликвидности должна произойти здесь. Как раз мы видим здесь low resistance ликвидность сформирована. Выше у нас стоит диапазон protected high. Отмечу его сейчас. Вот protected high. Ордер блок. Это тоже protected. И плюс у нас есть 15-минутный имбаланс, который является поем для премиум массива. И объясню теперь
идею отложенной доставки. Смотрите, цена двигается в шортовом направлении. Мы здесь уже сделали первый раз отложенную доставку. Здесь был у нас диапазон 4-часового имбаланса. Сейчас я вам покажу, отмечу. Вот здесь у нас был 4-часовой имбаланс. И на М15 перейдем. И вот как раз вот тут цена спускается в диапазон 4-часового имбаланса. И начинается отложенная доставка. Движение в шорт, доставку в шорт. Маркетмейкер отменяет, алгоритм ставит на паузу, разворачивается, идет за ликвидностью buy-сайда, чтобы заправиться ликвидностью. И внутри этого движения формируется снова ликвидность. Вот она. Для обеспечения будущего движения, импульсивного движения, цена идет buy-side, зачищает ликвидность, затем начинается уже доставка, которую алгоритм отложил, которую алгоритм поставил на паузу. Начинается она отсюда. И мы видим резкое падение, и при падении мы снова смотрим на левую сторону. Есть ли здесь ликвидность? Нет, мы видим то, что ликвидность была зачищена, и здесь сформировано снова protected low. Защищенный лоу здесь был сформирован. И отсюда как раз цена получает реакцию и разворачивается. Почему? Потому что здесь не хватает ликвидности. Вот. Снова мы делаем разворот. На пути в buy side, в премиум, формируется снова ликвидность. Затем цена делает откатное движение одно для ребалансировки вот этого движения пятницы. И вот тут мы формируем SMT-дивергенцию. Я объяснил, откуда, да, у нас снизу есть BPR, и цена тестирует 15-минутный имбаланс. И здесь начинается разворотное движение. Начинается теперь лондонская фаза. Вот тут хочу сделать одно объявление, да, о котором я обещал. То, что будет две новости. Первая новость была связана с сайтом. Это покажу позже. Вторая новость. Для своих студентов в закрытом канале буду делать дополнительные уроки. Дополнительные уроки по квартальной теории, по MMXM, по SMT-дивергенции и Measuring Gap. Почему решил это сделать? После своих наблюдений, своих наработок, после бэктестов, я нашел новые закономерности, которых не было в менторшипе. На тот момент я сам не знал об этом. Если даже знал, то это были всего лишь предположения свои. Да, чтобы развеять свои предположения, я сделал бэктесты, работал в этом направлении и нашел новые закономерности, которые работают прям очень хорошо. И вот эти дополнительные моменты, свои наблюдения я буду делиться в закрытой группе со студентами касаемо каждой темы, касаемо квартальной теории, LMXM, SMT и Measuring Gap. И как раз-таки движения, которые были внутри этой недели и внутри прошлой недели, они будут раскрыты именно в этих дополнительных уроках. Многие непонятные моменты по квартальной теории, вы, я думаю, найдете ответы на эти вопросы. Потому что на первый взгляд, когда вы делали анализ по квартальной теории, по тем материалам, которые были внутри курса, вы, я думаю, могли бы найти несходство с графиком, либо не могли бы найти ответ внутри квартальной теории.
А сейчас в этих дополнительных уроках будут раскрыты эти моменты, почему цена именно так двигалась, и будут ответы в рамках квартальной теории. И поверьте мне, это будет очень мощно и будет ключевым дополнением для темы квартальной теории и вообще для других по SMT, по SMT, по MXM и Measuring Gap. Окей, продолжим теперь, ребята. Итак, цена здесь начинает в нью-йоркской сессии, продолжает свое движение. И внутри дня, если бы мы сделали бы уже анализ, исходя от анализа по квартальной теории, то Q1 как раз-таки, так, вот, Q1 у нас был иксом. Уже в азиатской сессии мы могли бы уже заранее предположить, по какой модели будет формироваться дневное движение. И это будет модель XAMD. И еще один момент хочу вам напомнить, то многие, да, студенты, я думаю, для многих студентов было сложно работать с профилем New York Judo Swing. Потому что вот здесь мы видим, как раз-таки в понедельник было сформировано New York Judo Swing. И заранее могу вам сказать то, что вся неделя от понедельника до пятницы, то есть до четверга, все 4 дня, целые недели, они были сформированы через профиль New York Judo Swing. Да, для многих этот профиль очень сложный. И ответ, ключевой ответ, как работать с этим профилем и как правильно распознавать этот профиль, я дам как раз-таки в этом дополнительном уроке по квартальной теории, и там будут раскрыты самые ключевые моменты, то есть фишки, которые вам помогут читать этот профиль, дневной профиль с высокой вероятностью. Там будут тонкие моменты, тонкие элементы, благодаря которым можно будет уже заранее быть подготовленным как раз к Q3 манипуляции. И покажу уже в закрытой группе, сделаем дополнительный разбор именно этой недели и прошедшей недели, и там уже буду показывать эти моменты на графике, куда надо было смотреть и на что надо было обращать внимание. Здесь, ребята, что у нас произошло? Здесь классический PO3 был, да, до Нью-Йорка у нас сформировалась здесь аккумуляция через low resistance ликвидность. И мы видим, что в нью-йоркской сессии цена сначала сняла ликвидность с sell-сайда аккумуляционной фазы, была манипуляция в Нью-Йорке и затем дистрибуция в buy. Идет дистрибуция в buy. Блин. И в ланч-сессии, ланч-сессия, так, вот смотрите, у нас это диапазон ордер-блока, ребят. Плюс у нас есть здесь 15-минутный имбаланс. Если даже уберем вот этот ордер-блок, будем работать вот с этим 15-минутным имбалансом, это является last FPG внутри вот этого dealing рейнджа. Это last FPG. Блин, куда он? Так. Вот. И вы, скорее всего, знаете уже то, что Last FPG это очень сильный уровень сопротивления, который в большинстве случаев является диапазоном разворота для цены. И мы видим, вот цена реагирует на этот Last FPG, и здесь формируются у нас displacement candle. Вот 3 15-минутные свечи,
на 15 минут, на 15-минутном таймфрейме это довольно-таки большие свечи. Дальше идем. Здесь уже можно было отмечать уровень цист, вот этот, и смотреть, закроется ли свеча телом, перебив этот уровень. И уровень МСС у нас был бы вот этот уровень. Для 15-минутного таймфрейма. На младшем таймфрейме здесь уже можно было, на минутном, на 5-минутном, можно было увидеть слом структуры уже здесь. И вот мы видим здесь, мы подтверждаем слом в шорт. И при этом надо сразу посмотреть на триаду, что там творится. Я обычно в своих анализах просто смотрю на S&P 500, этого иногда достаточно, все три я не чекаю. И что у нас здесь произошло, смотрите. NASDAQ делает фейл, да, а S&P 500 забирает buy-side четверга. То есть четверг buy-side был зачищен на S&P 500. Плюс это является уже SMT между неделями, между прошедшей неделей и текущей неделей. Хоть мы не зачистили здесь. Так, вот. На S&P 500 мы забираем buy-side предыдущей недели. На NASDAQ мы делаем fail. Мы даже не дошли до этого. Значит, это сильный SMT уровень. Сильный SMT. Плюс у нас здесь формируется слом структуры через CIS, через MSS. И тут для моих студентов, кто проходил курс IBDA Lookback, там мы уже были подсказки огромные, просто тонна подсказок было. И еще один момент, именно внутри этого курса, последний элемент, который я добавил в состав этого курса, это была модель OSOC, это торговля недельного расширения. И здесь как раз-таки есть прямые признаки того, что формируется OSOC-модель. Просто нужно для тех студентов, которые прошли курс, вам нужно просто поработать больше, если вы не поняли все-таки, что такое OSOC-модель. Хотя в этом я сомневаюсь, потому что там была полностью раскрыта вся эта модель с примерами, с образцами. И одна это из лучших моделей, которые можно торговать. То есть ты в неделю 1-2 раза торгуешь, и все, и на этом зарабатываешь огромные деньги, ловишь дистрибуцию недельную, либо манипуляцию недельную, либо дистрибуцию. И этого достаточно. И как раз-таки вот здесь были сформированы все критерии, по которым можно было уже прочесть будущее вот это движение. И сюда, если мы бы наложили бы нашу отложенную доставку и работу внутри рейнджей, здесь уже нам подсказывала цена, куда она дальше будет двигаться, в каком направлении. И плюс здесь, если делать просто анализ по MMXM моделям, мы могли бы здесь уже сразу увидеть, где у нас фаза оригинальной консолидации, да, и куда нам потенциально можно таргетироваться. Да, вот таким образом, накладывая друг на друга разные концепции, мы можем увеличивать свою точность своего анализа. Вот тут мы видим то, что здесь накоплена ликвидность, и это начало MXM модели на buy. Значит, это фаза оригинальной консолидации. Вот она. Мы ее отметили. И цена здесь сформировала отложенную доставку. И тут мы должны задать себе вопрос, что является целью вот этой отложенной доставки? Куда целилась изначально вот эта цена? Куда она доставлялась? Куда алгоритм доставлял вот это ценовое движение?
вопрос у вас будет через MMXM модель. Sell side, MMXM модель. То есть sell side оригинальной консолидации. Если вы знаете хорошо MMXM модели, я уверен, что мои студенты это знают, потому что MMXM урок, он углубленный, и там раскрыты все тонкости торговли внутри MMXM моделей. И я считаю что вообще хочу сказать что когда у ICT спросили, вот ты создал целую концепцию торговую, и там внутри в твоей концепции есть разные модели торговли, разные модели входа. И если тебе задали бы вопрос, выбери одну концепцию, либо одну модель, по которой ты будешь торговать, что бы ты выбрал? И Майкл Хаддлсон, да, отец-основатель вот этой всей концепции Smart Money, ICT, он ответил, я бы выбрал MMXM модели. Почему? На этот вопрос знают ответы, которые уже поняли логику работы внутри MMXM модели. Потому что MMXM дает вам минимум 3 входа в каждой кривой. Будь это будет у вас кривая покупок, будь это будет у вас кривая продаж. Вы там можете поймать минимум 3 несгораемых входа, если знать, как торговать это. И поймать в итоге полное все движение. Именно вот эти все моменты, компоненты раскрыты у меня в курсе. Поэтому я считаю что это углубленный курс MXM модели, который входит в пакет основного курса. И теперь таргет, да, зная это все, можно было смело таргетироваться куда? На sell side вот этой оригинальной консолидации. Еще раз повторюсь, еще раз пробежимся, да. Может быть, даже напишу. Смотрите, первое, на что мы здесь обратили внимание. Первое у нас было, да, отложенная доставка. Второе, отложенная доставка. Мы работали с чем? С dealing range. Dealing range. Чтобы понять, докуда цена может подняться здесь. Третье, это MMXM модели. MMXM модели. И четвертое, это квартальная теория. Квартальная теория. На первый взгляд, это может, да, для людей, которые впервые смотрят, либо просто наблюдают, это может казаться слишком, да, много разного метода анализа. На первый взгляд это может быть так и казаться. Но теперь вопрос. Если благодаря благодаря такому методу анализу точность вашего прогноза повышается до 80-90%, да, если вот именно такой метод анализа дает вам точность 80-90%, то я считаю, что такой метод анализа, он, как вам сказать, бесценен. Нежели делать анализ с одним методом и потом уже полагаться, что это будет 50 на 50 отработка, либо 60 на 40, то поверьте, это слишком малый показатель. Но когда у вас есть комплексный анализ и разные методы показывают одно и то же направление, то как бы отработка вашего тейк-профита, она будет близка к 100%. Именно поэтому многие всегда, да, на разных чатах, там, Discord-сообществах, Telegram-каналах, когда я скидываю свои анализы, ежедневные торговли, там, и когда я ловил и лондонскую сессию, и нью-йоркскую сессию, и когда пока я показываю ежедневно, многие удивляются, как это можно делать, как это можно торговать каждый день с такой точностью, и
с таким количеством take-профитов? Ответ именно вот где. Это система анализа разными концепциями, где шанс на проигрыш сокращается значительно. И вы сами сейчас вот видите, каким образом я сделал сейчас анализ, на что обращал внимание, и вот прошел, и показал вам все это в графике. Когда вы таким образом читаете ценовое движение, price action, то и вы тоже можете уже делать прогнозы именно с такой высокой процентностью отработки. И здесь уже дело просто, когда вы уже, да, поняли, сделали анализ всех вот этих по 4 концепциям. Я сюда, ребята, еще не добавил IBDA Lookback. Да. Вообще, те студенты, которые прошли обучение по IBDA Lookback, они могут вот это все просто сделать skip. Одна вот эта концепция может дать вам точный анализ наиболее высокой точностью, чем вот это все в целом. Поэтому и цена, она равна именно основному курсу. IBDA Lookback показывает еще большую точность, чем вот это все в комплексе. Доказательство этому сейчас я вам покажу анализ, который я давал в закрытом канале, как раз-таки вот это IBDA Lookback, и здесь у меня был анализ. Вот он. Ликвидность в buy-сайде, цена должна идти в buy-сайд. И как раз вот этот high должен был быть зачищен. Вот я поставил здесь магнит. И сейчас вы увидите то, что именно сюда мы пришли в итоге конца этой недели. Что здесь происходит? Смотрите, ребята. Почему я уже сказал то, что вот эти 3 свечи это displacement candle. И внутри displacement candle'ов основным элементом это является формирование имбаланса. Вот он. И как раз-таки вход от этого имбаланса, от этого FG является самым безопасным. Вот у нас displacement candle формируется, внутри них формируется имбаланс, цена возвращается, тестирует этот имбаланс, и после этого как раз-таки начинается фаза дистрибуции. Вот здесь у нас была аккумуляция, это уже манипуляция, вот это buy side. И тут начинается дистрибуционная фаза. Здесь у нас уже вторник. Во вторник мы тоже здесь был явный признак тому, что вторник формируется по модели XAMD. Зная это, вам нужно было просто дождаться манипуляции в Q3 фазы, это нью-йоркская сессия, и там войти в сделку. Потому что модель дня, она уже здесь в азиатской сессии была ясна. И вот как раз в нью-йоркской сессии у нас здесь Judas Swing формируется, ложный свинг. После этого начинается падение. Это вторник. Теперь во вторник мы должны прочекать, достигли ли мы нашей цели. Мы видим то, что нет, мы не достигли sell-сайда аккумуляционной, то есть фазы оригинальной консолидации.
по MMXM модели. Мы не достигли этого таргета. Значит, в среду мы должны были ожидать продолжения этого движения. И в среду у нас был бы а, основная цель дойти до этого таргета и здесь уже смотреть, как цена будет дальше двигаться, как будут закрываться свечи на H4, либо часовые свечи. Почему нужно было обращать внимание именно здесь? Потому что мы забираем ликвидность здесь недели, да? Мы забираем здесь ликвидность позапрошлой даже недели. А когда цена забирает такую ликвидность, это является исторической ликвидностью, и развороты в этих диапазонах, они очень высоки. То есть с большой вероятностью здесь могут формироваться разворотные паттерны. Начинается среда, новый день. И тут вот здесь уже было очевидно. Вот тут сразу было понятно. Мы сформировали сначала аккумуляцию. Затем вот это движение было манипуляционным движением, ложным движением. Тут как раз-таки один из студентов задал вопрос мне. Он таргетировался в sell side, думал, что это движение продолжится. Сейчас я вам покажу, это четверг. Вот пятница. Я не скинул сюда, значит, да, вот тут, вот это было. Вот здесь Андреас Кригер задал вопрос. У меня вопрос по поводу этой ситуации. С учетом скрытого SMT я был почти уверен, что мы сразу же продолжим продажи, потому что внизу еще оставалось много ликвидности. Я только что увидел, что индекс Dow Jones пробил минимум первоначальной консолидации. В этот момент у меня даже не был открыт график Dow Jones. Был ли SMT на минимумах между Dow Jones и NASDAQ? Причиной того, что скрытый SMT был аннулирован. Помимо с Dow Jones я, возможно, что-то упустил. Вот он задает вопрос, то что он здесь заходил в шорт, так, вот, в шорт, и ожидал, что цена еще ниже спустится. Но цена здесь развернулась именно отсюда. Даже отсюда, вот тут был разворот. И он потом задает вопрос, почему такое случилось. И ответ, я уже ответил ему там в закрытой группе. Хочу сразу здесь раскрыть момент. Многие спрашивают у меня, которые только планируют приобрести курс, есть ли работы со студентами над их ошибками, над стопами. Вот, ребята, как раз у нас есть в закрытом канале раздел Stop Out. Сюда студенты скидывают свои сделки, где они словят стопы, либо не понимают какие-то моменты. И здесь я разбираю все эти моменты, все стопы разбираются, и таким образом идет работа с каждым студентом, и другие студенты учатся на этих ошибках. Окей, продолжаем здесь дальше. Вот тут мы достигаем как раз-таки ликвидности, оригинальной консолидации, но при этом у нас здесь формируется аккумуляция сначала. Это конец предыдущего дня. Вот чистый рейндж сформирован. И в лондонской сессии начинается манипуляция. Затем здесь цена постепенно делает разворот. На М15, вот, последняя свеча, я беру вот эту свечу, эта свеча у меня будет уровнем циста. При этом у нас здесь формируется SMT-дивергенция. SMT-дивергенция с S&P 500. Тут мы зачищаем ликвидность. Вот как раз таки это, если
сделаем обратный отчет. Вот здесь первая неделя, здесь вторая неделя, и вот тут, так, третья неделя. Значит, S&P 500 зачищает sell-side ликвидность третьей недели, а тут S&P 500, он даже не доходит до этого. Вот. Он останавливается здесь. Таким образом, у нас формируется SMT-дивергенция между неделями уже в sell-сайте. Сначала у нас была сформирована SMT-дивергенция в премиуме между неделями, да? Теперь у нас в дискаунте формируется SMT между неделями. Это сильный сигнал. Поэтому нужно было здесь, я говорил то, что надо было здесь быть внимательным, как будут закрываться свечи после снятия sell-side ликвидности оригинальной консолидации. Окей, если перейдем на часовой таймфрейм, просто на часовой таймфрейм, вот, то мы можем здесь увидеть, что вот эта свеча после того, как зачистила ликвидность, она закрылась на уровне минимума предыдущей свечи. Да, это уже большой сигнал, что здесь может формироваться разворот. Она явно не закрылась внутри предыдущей свечи, она закрывается просто на уровне. Да. В таких случаях просто нужно дождаться, что сделает следующая свеча. Если первая свеча была у нас медвежьей, то здесь мы видим уже бычья свеча закрывается в премиуме. То есть относительно вот этого рейнджа. Закрывается на buy-сайде. Это хороший признак. И следующая вообще закрывается телом, подтверждая уже полноценный разворот. На часовых свечах здесь мы уже могли бы понять, что здесь формируется разворотная модель. И это была, значит, аккумуляция, и вот это движение было манипуляцией. После формирования SMT мы дождались бы здесь как раз-таки слома структуры либо через CIS, либо через MSS. Подтверждением были бы 4-часовые свечи, либо часовые свечи. И вот мы видим здесь вот как раз-таки 4-часовая свеча, она закрывается внутри рейнджа предыдущей свечи телом. Это хороший признак. Здесь можно было просто даже сделать анализ через CRT, через Candle Range Theory. Мы сняли ликвидность, значит, ближайшим таргетом, потенциальным таргетом с большой вероятностью будет теперь уже buy side вот этой же свечи, которые мы сняли. Сначала sell side был зачищен, вот этот вот liquidity sweep был здесь, и таргетом был бы уже buy side вот этой свечи, последней медвежьей. И мы видим, что цена как раз-таки начала двигаться в этом направлении. А если смотреть уже на 15-минутном таймфрейме, вот, здесь у нас был, снова мы можем делать анализ через квартальную теорию, ребят. Вот у нас Q1 был аккумуляционным днем, это аккумуляционной фазой, Q2 была манипуляция, и Q3 начинается дистрибуция. А внутри дневных профилей мы здесь сформировали New York Reversal. New York Reversal. Потому что вот тут заканчивается лондонская сессия, и после Лондона у нас начинается Нью-Йорк. Вот. И как раз-таки разворот начинается в Нью-Йорке. Вот. Начиная с 5 часов. В Нью-Йорке начинается. И это считается тоже Нью-Йорк реверсалом. Почему реверсал? Потому что здесь уже происходит разворот тренда. Теперь дальше. Вот тут важный момент, ребята. Да? Снова дам вам
кое-какие инсайды по торговле MMXM моделями. Вот здесь мы уже подтвердили слом структуры. Вот тут был подтвержден. Мы сделали слом через MSS. Это подтверждающий сигнал слома. Как только у вас будет сформирован и подтвержден, значит фаза SMR у вас тоже подтверждается. Что такое SMR-фаза? Это начало MMXM модели. MMXM модели всегда начинаются с SMR, то есть Smart Money Reversal. Когда Smart Money, умные деньги, формируют разворот, начинается всегда MMXM модель. И вот тут мы должны обратить внимание, когда у нас сформировалась SMR-фаза, всегда смотрим на левую сторону. Что у нас с левой стороны? Вот здесь. У нас здесь кривая продаж. Это... Так, давайте я это все удалю. Все ненужное, да? Вот так все. Вот. Вот это кривая продаж, ребята. Вот она. После подтверждения SMR мы смотрим на левую сторону и находим кривую MXM модели. И тут, уже обращаясь к своим студентам, мы здесь работаем через инструмент Swing Grades. Вот. Вот SMR фаза и здесь таргет. Вот в диапазоне от 1 до 0,75 мы здесь должны внутри вот этого диапазона увидеть Low Resistance ликвидность. Вот тут отмечено Low Resistance ликвидность. Она должна быть сверху. Мы смотрим, есть ли она или нет. Мы видим, ага, вот она есть. Как раз таки Low Resistance ликвидность. Значит, мы правильно определили нашу кривую MXM модели. Теперь второй момент. Когда мы определили уже нашу кривую, да, по левой стороне, мы можем уже работать с инструментом Measuring Gap. Measuring Gap. Для этого мы должны здесь отметить либо один гэп, либо один ордер блок. Мы видим, если здесь гэп, здесь нету гэпа. Если нет гэпа, то мы работаем через ордер блоки. Как раз эту тему я дополню внутри курса, как работать с measuring gap через order блок. И вот, ребят, значит, вот здесь у нас фаза Silver Bullet, вторая должна быть. На эту тему я тоже сделаю дополнительный урок внутри MMXM моделей и объясню, как надо работать здесь именно в фазе Silver Bullet. Это будет дополнением к уроку MMXM. И здесь показывает то, что наш инструмент показывает Take Profit уровень здесь. И смотрим, если здесь Low Resistance ликвидность, да, значит можем смело ставить свой таргет на этот Buy Side. Потому что здесь у нас есть ликвидность. Хорошо. Здесь у нас еще только азиатская сессия, ребят. Это только Азия. Теперь удалю это все. И хочу привлечь ваше внимание, еще раз повторить одну вещь. Вот это. Помните это изображение, как работать внутри MXM модели? Да? Реаккумуляционная фаза, потом аккумуляция, реаккумуляция. Две фазы. И как цена работает относительно этих. Первая фаза Redistribution, Second Redistribution. Теперь покажу это вам здесь. Где у нас первая фаза аккумуляции? Вот тут. Окей. Вот здесь у нас, я отмечу. Вот. Первая фаза аккумуляции. Вот, аккумуляция 1. И здесь сверху еще одна фаза. Вот она. Реаккумуляция. И это вторая фаза реаккумуляции. Да?
И цена, что должна сделать цена? Как она работает относительно этих уровней? Когда цена будет двигаться в этом направлении, после захвата вот этой ликвидности она должна сделать одно откатное движение. Пробили этот уровень, откат сделали, затем продолжаем движение. Зная теперь этот момент, учитывая этот момент, у нас здесь уже четверг, и снова смотрим, какой профиль дня здесь может быть потенциально сформирован. Профиль дня. Профиль дня мы видим то, что после азиатской сессии цена ушла в расширение. Смотрим, что происходит в Лондоне. Лондон тоже расширился. И ожидаем Нью-Йорк. Теперь так, нью-йоркскую сессию. Оп. Вот. Смотрите, ребята. Вот как раз таки. Вот здесь мы пробили в азиатской, ну, после Азии. Пробили, вернулись. После снова пробили этот диапазон, снова вернулись. И здесь можно было бы поймать движение вот это. Поймать вход тут и уже дальше таргетироваться на этот buy side. А как надо было работать это в четверг? Вот. Чисто по MXM модели. И в пятницу. Здесь уже у нас пятница. В пятницу. Вот тут у нас маленький диапазон как раз-таки оригинальной консолидации. Да, это мини-диапазон. Мы видим то, что цена здесь забрала ее и снова возвращается внутрь диапазона. Делает возврат вовнутрь диапазона. Так, перейдем на часовой таймфрейм. Вот это можем удалить. Азиатская сессия формирует ликвидность, то есть консолидацию. В Лондоне мы тоже видим консолидация. Значит, два подряд консолидации. И это говорит о том, что в Нью-Йорке цена сделает манипуляцию и потом уже продолжит движение по тренду. Да, если вы знаете, как работать с дневными профилями, то вот тут самый отличный пример. Каким образом надо делать анализ через дневные профили. Дневные профили тоже включены в мой основной курс, поэтому, когда уже на квартальную теорию, на MXM модели, на отложенную доставку еще накладываете вы дневные профили, то точность еще больше увеличивается. Смотрите, bias у нас теперь здесь явный, верно? Потому что вот у нас таргет. Вот, это таргет, явный таргет. Теперь, в конечном итоге цена должна прийти сюда. Правильно? В азиатской сессии мы не смогли прийти. В лондонской сессии мы, наоборот, еще глубже упали вглубь, в противоположном движении. Единственный шанс остается у вас когда? Это в нью-йоркской сессии. В Нью-Йорке. А в Нью-Йорке теперь, зная, что Азия и Лондон у нас были в консолидации, то это профиль у нас будет уже Нью-Йорк манипуляция and expansion и продолжение и расширение, то есть вот это явный. Если вы знаете хорошо, если вы хорошо освоили дневные профили, то эти профили вам дадут очень большой профит, если знать, как надо работать. Эта концепция как раз-таки по дневным профилям и по недельным профилям тоже входит в этот курс, основной курс.
И тут, зная это, вам здесь остается просто дождаться Нью-Йорка и поймать движение. Вот это манипуляционное движение в Нью-Йорке и expansion, расширение идет. И бам, мы достигли этого таргета. Вот. Таким образом, здесь неделя наша закрылась. И себе, если пройтись, да, с чего мы начали и к чему пришли, и куда вообще дошли внутри этой недели. Внутри этой недели мы пришли, так, перейдем на H4, чтобы было нормально видно. Так, мы пришли в диапазон Protected Low. Почему Protected? Потому что здесь у нас была сформирована SMT-дивергенция между S&P 500. Вот этот low. Смотрите. Вот этот минимум, который был сформирован в S&P 500, вот он. На NASDAQ он делает фейл. Вот. И значит, истинным диапазоном Protected Low является вот это. У нас на NASDAQ вот это именно low. И тут мы должны просто отметить теперь ордер блок наш. Ордер блок. Вот ОБ. Ордер блок отметили. Это будет Protected Low. И смотрите, цена приходит в диапазон этого Protected Low и отсюда разворачивается. И снова обращаясь к своим студентам, сейчас объяснил логику одного дня, да, то есть это был Нью-Йорк Manipulation and Expansion, это дневной профиль. Теперь, зная недельные профили, вы можете ловить уже недельные расширения. Вот вы сделали анализ, здесь у вас стоит Protected Low. Цена приходит в этот диапазон, зачищаем, берем недельную ликвидность, сильную ликвидность, формируем SMT-дивергенцию между неделями. Где SMT? Вот SMT неделя. И это формируется у нас в среду. На 4-часовом таймфрейме после Лондона свеча закрывается внутри, а уже в нью-йоркской сессии мы делаем полностью смещение. Вот в этом моменте вы уже могли бы здесь со 100% уверенностью прийти к выводу, что недельный профиль у нас midweek reversal. Окей, даже если вы здесь не смогли поймать, просто перешли бы на дневной таймфрейм. На дневном таймфрейме. Так, вот это все мы можем удалить. Вот. Теперь просто, если бы вы бы делали бы анализ с помощью Daily Bias, который у меня в открытом YouTube-канале есть, полностью подробный урок, то тут вы могли бы тоже увидеть подтверждение на дневных свечах. Что мы делаем? Мы приходим в диапазон, вот, ордер блока, вот на дневном таймфрейме вот этот ордер блок. Мы снимаем ликвидность, закрываемся в свече, вообще телом внутри предыдущей свечи. Вот. Вот этот сигнал уже здесь был бы самым надежным, потому что у нас есть SMT-дивергенция сформирована, цена находится в дискаунте, и мы закрываемся телом, формируя rejection блок огромный. Если делать чисто анализ по SRT, Candle Range Theory, то же самое. Мы сняли теперь уже ликвидность вот этой свечи, работаем относительно вот этой свечи. Снимаем ликвидность, закрываемся внутри. Следующим таргетом является уже buy-side сторона этой же свечи. Довольно просто. Это самый простой способ анализа через SRT. Вот. И что в итоге у нас происходит? В итоге вот мы пришли, зачистили совсем даже вот все эти две свечи.
Так, H4. Давайте теперь разберем трейды наших студентов, как они читали эту неделю и как они поймали движение внутри недели. Окей, начнем с понедельника. Так, здесь начинается у нас как раз-таки вот текущая неделя, и начинает торговую неделю у нас Александр с понедельника. Он поймал сначала вот это движение в buy, вот его вход, и затем поймал также sell, вот, все это движение, и buy, и sell, он, получается, полностью прочел ценовое движение в понедельник. Дальше у нас это Роман. Роман тоже поймал дистрибуцию Нью-Йорка. Вот это дистрибуционное движение, когда после Азии цена развернулась. И вот его подтверждение. Здесь зашел, и тут вот зафиксировал все свои сделки. Далее потом у нас этот Шриванс, он здесь, так, вот его сделка. Вошел в лоу, тут вышел уже. В первом тейк-профите зафиксировался. Вторник. Ирина, пожалуйста, когда у нас цена уже начала расширение в sell, то есть когда цена начала истинную доставку, вот она ловит этот вход здесь, вот подтверждение. Момент входа, стоп-лосс сюда и тейк вот за этот минимум. И мы все знаем то, что уже это все отработало, и цена еще глубже ушла. Так, этот пример. Анализ, вот. Правильно сделан анализ. Нью-Йорк Judo здесь. Classic Expansion Day. И здесь как раз-таки вот он поймал это расширение в sell. Ну, здесь анализ на S&P 500. Это NASDAQ здесь. Sell в NASDAQ. Так, это Женя. Вот, пожалуйста, вход здесь, стоп-лосс и take profit уровень, отработка. Здесь показывает анализ Елена, на чем она основывалась. Это ее анализ на MXM моделях, по-моему. Ирина показывает свои сделки в шорт после SMT дивергенции в 9.30. Вход от теста ЦИСТ. И как раз-таки на ERL был поставлен таргет на internal range ликвидность. Шриванс то же самое ловит шорт, входит здесь от брейкер блока. Первый уровень, второй уровень, третий уровень take профита. И мы видим то, что и первый, и второй, и третий, все они отработали. Хорошие. О, Андреас тоже поймал шортовое движение. Отличный вход. И вот здесь зафиксировал позицию. Тут уже по БУ вышел. В целом хорошее движение было поймано. Отличный результат. Так, среда. Начинает торговый день у нас Никита. Вот он делает такой анализ. Все проанализировал, показал, как, что здесь нужно было смотреть на этот график. SMT Direction, потом SMT Momentum, слом структуры был, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Так, это Прати Гупта. Вообще очень хороший здесь он заранее делает свой прогноз, что именно от этого 15-минутного имбаланса цена должна снова продолжить шортовое движение. И вот, пожалуйста, отработка.
цена приходит как раз в диапазон 15-минутного имбаланса и бам, сразу зачистка всей ликвидности. И вот пруфы в sell и вот take profit здесь. Вот отработка. Отличный результат. Так, это мои сделки. Был вход здесь, в азиатской сессии, как раз-таки а, после окончания лондонской сессии. И вот отработка. И здесь, вот, пожалуйста, уже пруфы. Одна сделка с большим лотом, которая оправдывает всю неделю. И дальше уже можно не торговать. Ирина снова ловит уже лонговое направление. Правильно. SMT микроциклов. Вход. Отличный вход на тесте имбаланса. И таргет на IRL ликвидность. Отличная сделка. За 3 минуты. 1 к 5 РР. Здесь Александр входит в шорт позицию. Шорты. Как раз вот показывает, куда он таргетируется. Оригинальная консолидация фаза. Вот цена находится в фазе дистрибуции. Здесь пишет как раз Андреас, то, что он тоже вот в шортовой позиции. И тейк ставит как раз сюда. Но, правда, он здесь целился еще ниже, но цена не дошла до этого, развернулась. А почему развернулась, я это объяснил уже, да, на примере вторника это было, или среды. Среду, да, в среды. Как раз после аккумуляции в манипуляции он зашел. Вот мое объяснение. Я думал, что сначала цена дойдет до дневного имбаланса и развернется, но мы полностью перекрыли этот дневной имбаланс, и дальше уже, когда пробили 0,5 уровень MXN, дилинг рейнджа, и телом закрепились выше, уже было ясно, что цена будет двигаться уже точно в buy-side ликвидность. А так здесь вот аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Я ожидал откат отсюда в шорт еще. Но всегда надо обращать внимание на 0,5 уровень дилинг рейнджа. Как цена закрывается на старшем таймфрейме здесь, в этом диапазоне. Закрывается ли телом, пробив этот уровень, либо же телом закрывается ниже, а сверху оставляет фитиль. Это сильная подсказка. Так, это четверг, начинает торговый день Карада. Снова вообще ювелирные входы, вот, и выход. Отличная сделка. Так, Евгения тоже поймала buy здесь. Тут вход, как раз таки take на этот swing high. Ирина тоже молодец. Вообще Ирина в этой неделе очень хорошо торговала, да? Подряд серия идет. Вот анализ, слом через СИС, через МСС и вход от инверсионного имбаланса. После формирования SMT дивергенции и вот отработка. Хорошая сделка. Так. Роман. Так. Аккумуляция, манипуляция. Это на NASDAQ, на S&P 500. Вот он как раз то же самое объясняет. Была сначала аккумуляция, потом манипуляция была, и после этого уже дистрибуция. Хороший анализ. Это Андреас уже
поймал это шортовое движение, оставил маленькую позицию, здесь уже закрылся без убытки. Шорт, вот это все движение было поймано. Шриванс. Так, здесь вошел, тут первый тейк, оставил позицию чуть-чуть, и здесь без убытки вышел. Да? Потом вход здесь выполняет дополнительный, и здесь закрывает позицию. Оставляет еще одну, по-моему, да, после здесь остается еще позиция до этого. Да, X, AMD. Хорош. Итак, пятница. В пятницу Шриван делает предварительный анализ, как будет двигаться пятница. И вот как раз-таки он говорит то, что будет сначала аккумуляция, манипуляция вверх, потом дистрибуция вниз. Это первый вариант. Либо же после аккумуляции будет манипуляция в шорт и дистрибуция вверх. Как раз-таки вот этот второй вариант и был реализован в пятницу. Здесь Женя снова тоже поймала это движение. Здесь тестирует демо, а тут уже реальная торговля. В обеих, вот. И тут, и там были пойманы эти движения. Так, Андреас здесь снова тоже поймал на самом дне. И здесь добавляет позицию. Происходит уже пирамидинг внутри модели MXM. И здесь выход. Хорошая сделка. Евгения. Вот ее входы, выходы. Так. Это Александр. Он вообще держал позицию еще с четверга, либо со среды, по-моему, с четверга. Вот здесь входил. И таргет вот сюда он таргетировался. Как раз этот хай понедельника. И мы знаем то, что в итоге это все отработало. Снова Шриванс поймал это движение. Так. Это моя сделка в пятницу. Как раз вот здесь я написал, daily профиль был Нью-Йорк манипуляция, потому что Азия и Лондон были в аккумуляции, манипуляция в Нью-Йорке и дальше дистрибуция в sell. Здесь я объяснил логику своего входа от rejection блока, от теста rejection блока был выполнен вход вот, от EOFED 0.25. Разделил rejection блок разделил на квадранты, и от теста 0.25 был выполнен вход. И тут добавил позицию, когда уже был уверен, что цена придет сюда. И то же самое и Евгения поймала это движение. Только вход был чуть позже, но несмотря на это, РР был, у нее здесь впечатляющий большой РР. Так, у меня здесь РР 1 к 6, ну почти 1 к 7 даже был. А это Шриванс, вот. Поймал 2-2,5, и здесь фиксирует свою прибыль. Таким образом, ребята отработали всю нашу неделю, остальные учатся. Итак, теперь пришли, полностью неделю разобрали. Да? И можем теперь переходить к моему обещанию. Покажу наш будущий сайт, как он будет выглядеть, как он уже выглядит. Буду рад, если вы оцените. Я пока еще работаю над этим сайтом все еще. Так. Вот, пожалуйста. У нас наш сайт будет открываться таким образом. Так, сейчас. Так. Надо обновить сервер. Вот. Что? Что случилось?
Блин, ну вот постоянно такая херня должна была случаться, да? Когда пытаешься открыть. Так, может быть сделать так, в другом браузере открыть. Сейчас мы обновим. Сервер упал. Сейчас он поднимет сервер, и мы увидим наш сайт. Готово, окей. Поехали. Вот, давай. Вот это у нас первая страница. Таким образом вот будет здесь. Я еще дополню. Telegram, все такое. Тони Сопрано. И идем чуть ниже. Так, вот так он будет выглядеть. Здесь. Затем здесь будет бегущая лента, где будут показаны котировки индексов. Плюс маленькая дополнительная информация здесь будет. Дальше здесь уже тарифы, основной курс. Тут будет описание основного курса. Дальше второй курс, курс торговли на новостях. Тоже здесь будет описание, что ждет внутри этого курса. Тут дополню. Затем это уже ICT Pro, курс IBDA Lookback. Здесь то же самое будет описание курсу, что внутри ожидает. Плюс внутри этого курса как бонус идут еще так, два индикатора, которые помогают в работе по IBDA Lookback. Эту часть мне нужно будет еще дополнить, отработать, переработать текстовую часть здесь тоже. Вот. Ну, в целом будет вот так выглядеть курс. Лендинг. Дополним анимации, проработаем. Так. Еще добавлю кое-какие фишки. Здесь будут ваши отзывы, которые будут сразу транслироваться через Telegram. Аннотация и конец. Вот. И ссылки перехода. Вот таким вот образом будет наш курс выглядеть. Если обратили внимание, когда цена находится, то есть когда вы спускаетесь на дно сайта, здесь появляется медведь, потому что как раз-таки медвежье движение отпускает цену вниз. А когда поднимаемся вверх, то этот медведь превращается в быка, и у нас идет бычий тренд снизу вверх. Можно крутить, вертеть этого быка, это анимация. Сайт еще недоступен, но локально могу поделиться ссылкой, чтобы сами могли открыть, посмотреть, потыкать. А так еще работаю над этим сайтом. Вот. Этот медведь тоже двигается анимационно, чтобы не было скучно на сайте. Пока вот. Первая работа моя, но некоторые оценивают то, что такие сайты стоят сейчас от $5000 в США. Анимационные сайты. Но я посмотрел тоже, да, цены для таких сайтов, да, с анимацией, с прокруткой, с моушен дизайном, они, оказывается, да, стоят действительно дорого. Вот, это была первая новость. Вторая новость о том, что будут дополнительные блоки
по квартальной теории, по MXM, по SMT, по Measuring Gap и прочее. И буду постепенно, как это сказать правильно, каждый блок нашего курса, основного курса, будет переработан и оформлен по-новому. Потому что на момент, когда я создавал менторшип, я вообще думал, что особого спроса не будет, и, может быть, наберется где-то 3-5 человек. И именно исходя из этого, вначале и так и было где-то 5 человек. Я думал, возьму 5 и буду делать урок именно для них. И поэтому уроки были в формате стрима. Но теперь, когда закончу с сайтом, я это все переделаю как полный формат уроков, да, который у меня находится в YouTube. Давно это планировал, просто иду к этому поэтапно. Сначала создать сайт, потом уже э, заполнять сайт именно таким форматом уроков, где не будет как онлайн-стрима, чтобы показывал на графике, где сразу вот не будет пауз, будет только вот чистая информация, без воды, без всего прочего. Ну, там и так нет воды, вот просто будет фокус именно на уроках. И формат будет уже как в YouTube, допустим, как на уроке отложенной доставки, либо алго-сигнатуры. Такого рода будут уроки. Там PDF-материалы будут уже полностью переработаны. И видеоформат уроков тоже. Что касается следующей недели, ребят, так, прогноз. Посмотрим, какие новости нас ожидают. Что? Новостей нет? Серьезно? Я правильно смотрю? Я пропустил. Вот, вот. Не понял. Вот это новая неделя, да, значит? С 13 по 15. Значит, у нас CPI во вторник, в среду PPI и глава Федрезерва будет делать доклад. Значит, самые важные недели это будут вторник и среда. Сайт как раз-таки разрабатывается. Нет, полного переезда с Телеграма не будет. Нет, не будет. Телеграм будет площадкой для беседы, для чатов, для разговоров. Только сам курс переедет на сайт, и там внутри уже сайта будут разные трекеры, которые там будут отслеживать прогресс студента, сколько уроков он прошел, какой процент и тому подобное. Может быть, еще будут дополнительные какие-то тестовые страницы, чтобы проверять свои знания. Это в планах. Полный переезд с Телеграма нет, не будет, потому что Телеграм, он удобный для как раз-таки для общения, для обмена информациями и все тому прочее. Ну, спасибо огромное, Ларис. Так. На следующей неделе, значит, смотрите, ребята, у нас первая неделя месяца, да, я еще говорил в прошлой неделе, надо смотреть, как новая неделя сформируется, она вот тут как раз сформировалась, и мы можем видеть то, что это было продолжением консолидации. То есть месяц консолидации здесь начинался, и это было продолжением. Поэтому, если учитывать то, что это
продолжение, то есть это X, и неделя, значит, это была у нас неделя иксом, XAMD, вот, то следующая неделя, она должна сформировать аккумуляцию. И мы, если будет аккумуляционная неделя, мы должны остаться внутри вот этого рейнджа. Вот этот high, вот этот low. Вот. И цена должна сформировать снова фазу аккумуляции внутри этого рейнджа. Может, мы спустимся снова в sell side и сформируем уже аккумуляцию. И эта аккумуляция может быть в виде low resistant аккумуляции, то есть трендовая ликвидность может быть сформирована в таком виде, либо же это будет чистая аккумуляция, которая будет находиться внутри рейнджа, то есть вот такое, что такого рода. Если смотреть с точки зрения формирования модели XAMD, да, если же, так, вот так сделаем, вот. Если же у нас эта неделя, она была как аккумуляции, потому что мы остались все-таки внутри рейнджа, мы вернулись, мы забрали sell side, но вернулись снова внутрь рейнджа. Это тоже своего рода аккумуляция. И если будем смотреть с точки зрения, что эта неделя была аккумуляционной неделей, AMDX, то следующая неделя должна быть манипуляцией. И как раз-таки у нас есть 2 дня, в которых будут выходить сильные новости. Сильные новости. И у нас уже есть рейндж аккумуляции. Аккумуляционный рейндж у нас вот эта неделя. Вот она. Так, вот. Так, где аккумуляция была? Вот она. Аккумуляция. И значит, так, Friday. Сейчас сделаю вот так. Вот теперь. Если теперь следующая неделя будет манипуляция, мы должны увидеть одно манипуляционное движение либо во вторник, либо в среду уже. То есть, если понедельник будет так, сейчас оставаться внутри рейнджа, то во вторник, либо в среду мы должны сделать что-то вот так и обратно вернуться в рейндж. Либо зачистка buy-сайда сначала, либо же, если начало недели будет через гэп, вот тут гэп сформируется, откроемся вниз, и потом это будет в понедельник, во вторник мы сделаем тест этого гэпа и спустимся на фоне новостей еще ниже, то это будет манипуляцией sell-сайда. И затем уже разворот, и начнется истинное движение. Внутри этой недели, вот в модели AMDX, мы должны увидеть манипуляцию относительно нашей вот этой текущей недели. Если будем рассматривать через AMDX, если же через XAMD, то в следующей неделе она должна быть пройти в аккумуляции. Вот 2 сценария. И эти сценарии будут подтверждены, как бы на 4-часовом таймфрейме точно можно будет получить подтверждение во вторник. Да, защита сайта, она будет на высоком уровне. Как раз таки я работаю через Cloud Code, через Anthropic, и через него можно обеспечить хорошую защиту, если работать через Fable 5. Как раз таки модель Fable, она заточена больше на, чтобы искать уязвимости. Я думаю, через Fable можно будет это все хорошо обеспечить защиту.
С одной стороны. С другой стороны, я не такая популярная личность, чтобы, блядь, какие-то супер-спупер хакеры начали взламывать мой сайт. Там внутри все равно нет ничего такого, блядь. Где Там будет только курс, и всё. Вот так вот, ребята. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, задавайте, пишите. А, Думаю, разбор текущей недели был интересным и полезным для вас. Если это было так, то жду от вас лайков, комментариев, отзывов. Это маленькая символическая плата за мой труд, который я вкладываю в это. Поверьте, это тоже занимает, подготовка к этому занимает времени. И если вы считаете, что это ценно и полезно, и получаете это просто э, чисто, как вам сказать, человечно, да, просто не жалейте своих лайков и комментариев. Вы знаете, как работают алгоритмы YouTube. Просто даже напишите или отправите смайлики, этого будет достаточно, чтобы алгоритм заработал. Нежели чем просто пройти, посмотреть урок и скипнуть. От вас требуется только лайк и написать что-то в комментарии. Пусть это будет плохой отзыв или хороший отзыв, не имеет значения. Главное, чтобы была реакция. Таким образом, алгоритм YouTube будет думать, что видео кто-то смотрит, не боты, а реальные люди, и реагирует на это видео, и потом будет продвигать это все, этот контент в YouTube. Да, да, он миллион стоит. Спасибо огромное. Да, на самом деле, для людей, которые, да, прошли немалую дорогу, да, и уже набили себе шишки, то этот курс действительно, именно такие люди, они поймут на самом деле ценность этого курса. Да, люди, которые покупали а, фейк-курсы, фейк-менторшипы, люди, которые покупали курсы, они, может быть, курсы сами хорошие, но когда ментор сам слабый, это тоже минус. Когда человек не может объяснить, донести до студента суть, важные моменты, отработать ошибки, это тоже не является признаком хорошего курса. Вот именно те люди, которые прошли через это, я думаю, они больше всего ценят мой курс и работу, которую я вкладываю в это дело. И еще один момент, ребята, хотел бы проговорить, потому что пришли к этой теме. Эм, Или если кто-то, да, планирует, только думает приобрести мой курс, хочу предупредить то, что, ребята, курс — это не кнопка бабла. В курсе есть все необходимое, чтобы у вас сформировалась а, система. Все необходимые знания, элементы, тонкости, нюансы, они есть в курсе. Но это не значит то, что вы автоматически будете торговать через 3 месяца, через 6 месяцев в прибыль. Это не означает, не гарантирует то, что через 3-6 месяцев вы также будете видеть график, как я. Или как некоторые студенты, которые уже имеют большой опыт. Нет, ребята, не надо опять-таки впадать в иллюзию. Снимите розовые очки. Трейдинг, ребята, это сложная профессия, это не хобби, это не ремесло, да, какое-то. Трейдинг требует большого времени, потому что вы тут полностью будете трансформировать свою психологию, свою дисциплину, приклад мышления будет меняться. Если это не изменится, то вы ничего не добьетесь. Курс — это лишь дорога
или, допустим, карта, которая указывает вам, в каком направлении вам двигаться. Да, и есть внутри ресурсы, которые будут вам подсказывать, по какой дороге вам надо правильно двигаться, чтобы быстрее добиться, то есть чтобы быстрее прийти к финишу. Да? Но вместо вас никто не будет проходить эту дорогу, если вы не сами. Поэтому надо этот момент учитывать. Люди, которые пришли в курс, у вас есть полная, уже проработанная дорога, есть карта. Вам нужно пройти этот курс. Вместо вас никто не будет шагать. Есть ментор, это я. Я буду полностью сопровождать вас. Да? Я знаю то, что нигде больше нет такого формата, как у меня. Это, можно сказать, даже индивидуальное наставничество. Если какие-то непонятные моменты, ребята, да, вы знаете то, что я делаю специальные стримы либо в Дискорде, либо в Зуме, и мы разбираем каждый непонятный момент. Таким методом, если другие будут работать, они просят плату за это. Потому что они говорят то, что это уже индивидуальное сопровождение, и это не входит в формат курса. Вот курс, вот полное содержание, и дальше сам ты должен тянуть это, варить сам. У меня такого нет отношения. Я каждого человека ценю и стараюсь, чтобы каждый человек максимально получил выгоду от курса. Если бы вы думаете то, что я нацелен чисто на бабки из этого курса, поверьте, а, стоимость курса, вы сами видите, я отбиваю за пару дней могу отбить. Если буду работать плотно, за несколько часов я отбиваю. И если был бы нацелен на заработок через курсы, то формат обучения был бы совсем по-другому построен. И просто все было бы нацелено на то, чтобы снимать с вас деньги. Там разные индикаторы разработал бы, продавал бы там любую информацию, просто продавал бы, делал бы деньги на этом. Но те люди, которые уже пришли ко мне в курс, они могут подтвердить то, что у меня нет такого, я не нацелен на это, я не нуждаюсь в этом, слава богу. Просто знайте, что если вы планируете покупать курс, вы должны работать над этим курсом. Объем основного курса, он большой, но этот объем потом постепенно будет давать вам плоды. Те ребята, которые уже прошли этот путь, каждый из них подтвердит это. Каждый человек, который сейчас торгует, и каждый человек, которого вы видите здесь на weekly рекапах, сделки этих ребят, эти ребята сначала прошли ту дорогу нелегкую. Каждый из них, почти у каждого были моменты в начале, когда из-за избытка информации они попадали в фрустрацию, да, не знали, что делать. Когда открывается график, многие из них пишут, блин, я не понимаю, что у меня до курса я вроде бы что-то понимал, когда уже прошел полный курс, у меня каша в голове, не знаю, с чем торговать. Это нормальный этап. Нужно просто пройти, дать паузу для мозга, чтобы он все расставил по полочкам. И как только этот процесс пройдет, и мозг расставит все по полочкам, вы сами почувствуете, что вы уже видите, начинаете видеть по-другому график. Надо учитывать этот момент. Наш мозг не рассчитан на такую, знаете, работу под давлением. А здесь, приходя в курс, каждый студент именно так и начинает делать, потому что он думает как, я потратил $1000, я должен здесь выжать максимально все. И начинает быстро-быстро проходить блоки, мозг начинает просто набиваться информацией, не успевает перерабатывать эту информацию, не успевает разжевать это все. И самое важное, понять суть. Мозг не успевает это делать. И после уже, допустим, когда прошел весь курс, у тебя много информации в голове, но ты не знаешь, как этим пользоваться.
Это вполне нормальный этап. Надо просто переждать чуть-чуть, дать паузу. И после прохождения курса либо попросить меня, либо более опытных студентов, да, как дальше двигаться. Я подскажу, мы проведем вас через этот этап. Просто знайте то, что каждый студент проходит через это, без этого никак. Потому что а, сама система так построена. Надо научиться комбинированному анализу. Многие не знают это. У многих вообще линейно происходит. Вот только один формат, одна модель, и все. И эта одна модель должна вам приносить прибыль. Нет, такого в трейдинге нету. Если ты хочешь получать профит на дистанции, то у тебя должна быть а, гибкая модель. То есть ты должен на разных позициях рынка, когда рынок находится в разных фазах, ты должен уметь торговать внутри этих фаз. А чтобы уметь торговать внутри разных фаз, у тебя должен быть широкий арсенал инструментов. И ты должен знать отлично работать с каждым этим инструментом, с каждым оружием. Вот тогда ты будешь торговать и в Азии, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Вот тогда ты будешь торговать и в понедельник, и во вторник, и в среду, в четверг. Вот именно тогда ты будешь торговать и в июне, в июле, и в августе тоже. Потому что ты уже знаешь, в какой фазе цена находится и как надо работать внутри этой фазы. Если тебе это непонятно, вот приходи в курс, я научу тебя этому. Что касается опять студентов, а, плюс есть еще в планах доработать работу по недельным профилям, и там как раз-таки я объясню, как надо делать контекстный анализ на основе недельных профилей. Потому что я вижу, что некоторым сложно дается это. Но если когда вы уже научитесь делать контекстный анализ на недельном уровне, там внутри дня там останется совсем уже ничего. Проще всего будет читать все это ценовое движение. Но для этого нужно работать над собой. Я говорю просто, потому что я исхожу из своего опыта. Для меня это просто. Но чтобы прийти к этому, вы тоже должны пройти через все это, да. Единственное преимущество у вас в чем? Не будет ложных путей, не будет ложных дорог, куда вы случайно забредете и в конце дороги поймете то, что это тупиковый был, оказывается, путь. И нужно будет возвращаться снова, начинать заново. Нет, у вас будет точно сейчас есть дорога, которая в конце приведет именно к тому уровню, в котором я сам нахожусь. Все на этом, ребята, что я хотел сказать, все высказал, что хотел показать, показал. И дай бог, завтра, я думаю, как раз-таки сделаю урок по квартальной теории, дополнительный урок. И затем буду постепенно дополнять все оставшиеся блоки. Это MXM, недельные профили, SMT, Measuring Gap. Поверьте, за это я у вас не буду спрашивать дополнительную оплату, это будет просто обновление курса. И некоторые вещи, которые я сейчас узнал, это с закрытых курсов, некоторые вещи с менторшипов, которые я приобретал, где это все будет включено уже в обновление. И за это я у никого не буду спрашивать. Некоторые вещи, которые я сам уже на бэктестах, то, что я сам нашел, сам обнаружил какие-то закономерности. Просто хочу, чтобы сам материал был качественный. И чтобы у студентов был прогресс сильнее. Все, ребята, на этом прощаемся. Хороших выходных вам. Пишите, ставьте лайки.
Э, Если кто-то хочет спросить по поводу курса, пишите мне в личку в Телеграме. Пока-пока, всего доброго.